Представители знака зодиака Водолей. Водолеи, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп, неделя с 11 по 17 сентября. Давайте узнаем, каковы подсказки карт. Будем реалистами, конечно, любой прогноз не расскажет о личной истории каждого из нас. Но я так надеюсь, какой-то инсайт вы определенно получите. Или подсказки, может быть, будут, как просчитать тот или иной вопрос, чем это может завершиться. Или если я предприму какие-то действия, как это проиграется для меня. Ну, давайте узнаем. Первая карта у нас будет «Что важно знать для вас на неделю?» Туз жезлов. Карта шанса или карта, когда, знаете, в нашу жизнь буквально врывается какая-то возможность или информация. И, кстати, информация, какова бы она ни была, если есть туз жезлов, значит, мы должны как-то применить к себе или как-то с этим взаимодействовать. Может быть, это та новость, когда нам придется куда-то поехать или принять какое-то решение. Но чаще именно жезлов, туз проигрывается как то, что мы должны от чего-то не отказаться. Потом мы разберемся, нужно, не нужно. Но тут как будто либо стоит брать, либо стоит это так на себя как минимум примерить. Давайте мы узнаем, чего не избежать или неожиданности, как видят карты. Семерка мечей. Люди будут хитрить. Будьте аккуратны. Семерка мечей говорит нам, называют ее картой вора, хотя нигде это не прописано. Вот карта вора. Вот такой фразы я не встречала ни в одном описании. Но иногда сарафанное радио, оно более точное, чем то, которое печатное у нас идет, и поэтому риск мы должны точно исключить. Мы сами где-то должны быть ловчее, хитрее, обойти какие-то острые углы, не создавать какой-то конфронтации, кстати, какой-то зависти. Тут ведь может быть, знаете, как вам лично какая-то новость, предложение приходит, а вы находитесь в кругу тех людей, которые, но, увы, не могут разделить с вами радость. Тут по-разному. У кого-то это работы может касаться. Например, предложение по должности или какой-то успех в бизнесе, или, может быть, прорыв какой-то, да, в бизнесе, или в то, в чем вы занимаетесь, словно есть какая-то новая точка отсчета, и вас это где-то вдохновит, потому что с тузом жезлов нас что-то вдохновляет, как правило. А вы, где-то можете поделиться с кем-то искренне совершенно, а кто-то подумает, вот елки-палки, а почему бы мне такого вот не создалось в моей жизни? Банально, зависть никто не отменял, поэтому хитрее быть нужно, хотя бы в том плане, что о себе много не рассказывать, не давать много информации. Но и помимо всего остального, где-то люди могут пытаться манипулировать. Когда выпадает семерка мечей, нужно быть внимательному к сумочкам, портмоне, паролям аккаунтов, к платежным системам. Все, что связано, может быть, с электронными деньгами. Где-то не рисковать с какими-то лотереями. То есть вот риск, мои дорогие водолеи, явно стоит исключить. Не время. Давайте мы узнаем, вот как раз, чему сейчас не время или что мне может помешать, как видят карты. Знаете, даже несмотря на какое-то предложение или событие, или когда мы с чем-то, может быть, должны согласиться, тем не менее, не время выносить вердикты, что-то разрушать. Может быть, и обстановка вокруг вас напоминает эту башню, как обстоятельства непреодолимой силы. Но, видимо, не на этой неделе мы от чего-то отказываемся. И если мы говорим «семерка мечей», люди могут пытаться хитрить и манипулировать. Вам нарочито кто-то может выдавать информацию, как будто она значительно хуже, тяжелее, сложнее, чем есть на самом деле. Поэтому информацию нужно воспринимать, и вы умеете как раз работать с информацией очень, знаете, так хладнокровно, интеллектуально, объективно. И где-то прикинуть, а зачем это нужно человеку, или почему именно этот человек мне доносит эту информацию. Может быть, в этом будет ключ, когда вы просчитаете или прочувствуете какой-то подвох. Или как это лично для меня может на последующий период тоже, какое имеет значение, или как для меня может проиграться. Ведь если для кого-то какие-то патовые ситуации действительно могут быть безвыходными, для вас как будто как раз будет новая возможность. Вот и так тоже на этой неделе может определенно проиграться. От чего-то не отказываться, что-то, повторюсь, не разрушать.
или не торопиться куда-то. Может быть, если вы оказываетесь в ситуации, когда именно обстановка на вас влияет. Поэтому искусство мелких шагов. Нет какой-то поспешности. Не пытаться, может быть, знаете, когда вот резко мы что-то реструктурируем и пытаемся построить, ну, к примеру, свой какой-то порядок или что-то перевернуть, словно, да, вот был какой-то уклад, а мы тут словно отрицаем что-то из прошлого и говорим, а вот нет, теперь будет с какого-то нового цикла. Ну и в позиции вот сейчас этому не время, видимо, не время, потому что рядом семерка мечей, и иногда карта нам говорит, ты пока еще вот на данный период времени не видишь как бы полноты картины. Подожди, все встанет на свои места. Поэтому не рискуйте собой, мои дорогие водолеи. Дайте развиться ситуации, как она идет. Не торопитесь куда-то. Вам именно поспешность может где-то помешать увидеть как подвох, как хитрых людей или какую-то нечестность. Вот как-то так. А что мне будет помогать вам, мои дорогие водолеи, что будет помогать на неделе? Вам будет правильная работа с информацией помогать. Мы уже об этом сказали. По пятерке жезлов, это я называю эту карту информационного хаоса. Значит, вот из какого-то хаоса информационного вам словно выудить какой-то значимый момент нужно будет. Или достоверную информацию. Или, может быть, даже разную информацию. Или разные люди, с которыми вы, точнее, можете столкнуться. И они могут быть ну, просто диаметрально противоположны по характеру, по подаче информации, может быть, по собственной жизни, может быть, это вы работаете, ваша профессия такова, что постоянно какой-то информационный поток, и тогда вы что-то можете узнать раньше всех. Или какая-то случайная информация к вам может прийти быстрее, чем кому-либо. Или кто-то из вашего окружения, или с кем вы контактируете, проболтается. Что-то, знаете, как не случайная случайность, или приходит какая-то новость, вы ее словно раньше всех можете либо услышать, либо как-то проанализировать и сделать какой-то нужный вывод. И если кому-то это действительно кажется хаосом, то значит вы будете очень рациональны в эту неделю, мои дорогие, раз вам хаос даже в помощь, как будто информационный. Ну, как-то так. Давайте мы спросим, что от вас может быть скрыто на неделе? Знаете, правда, какая-то возможность для вас может быть. Когда выпадает карта Иерофант, это ведь у нас законник, причем не просто наши какие-то земные законы, мирские, а есть еще какие-то вселенские законы, назовите высшие силы. Здесь как будто нам что-то по судьбе, какая-то возможность может предоставиться. И даже если она приходит каким-то путем, который для нас совершенно неожиданен, или выглядит на первый взгляд, может быть, как-то, ну, не так, как мы это предполагали, да, а тем не менее, правда, какой-то шанс мы должны не упустить, или есть какая-то информация, которую вы можете все равно применить. И, к примеру, по карте Иерофанта все же могут проходить какие-то высокие чиновники или инстанции, где мы можем оформить тот или иной документ. Или что-то сделать для себя хорошее. Заключить, кстати, контракт с какой-то организацией. В принципе, если мы ищем работу, тоже есть возможность. Причем с какой-то властной, может быть, даже структурой или с солидной какой-то организацией. Мы можем построить как свой бизнес, так и сделать карьеру по этой карте. По этой карте мы готовы учиться. И даже более того, нам говорят, тебе будет помогать, когда ты будешь учиться на чужих ошибках. Или, если мы сталкиваемся с какой-то конкретной ситуацией, нам будет помогать наш анализ, кто как решал прежде подобную проблему или вопрос, и где какие кто грабли нашел. То есть чужой опыт напрямую нам помогает. А для кого-то из вас это когда мы учимся, может быть, курсы. Или вы принимаете решение, что мне сейчас нужны какие-то знания. У кого-то, может быть, знания языки иностранные, у кого-то знания законов, ну, самые любые разные. У кого-то буквально учеба, может быть, и в высших учебных заведениях мы куда-то поступаем учиться. А если вы сами преподаватель, что скрыто, тут для вас какая-то должность может быть очень такая
перспективно важное на длительный период времени. Но есть вот то значение, когда словно вы шли к какому-то знаменателю постепенно, и на этой неделе вот эти возможности, они у вас как-то будут проигрываться. И наша задача их увидеть, как среди вороха какой-то информации, как среди каких-то ложных, может быть, разговоров, слухов или какого-то даже, ну, где-то неискренности. Но есть у нас определенно туз жезлов, и это карта шанса с учетом карты Иерофанта. Чего-то мы не должны упустить. Давайте мы спросим: дела, работа, бизнес, какова энергетика? Карта Луна, правда, тут вот 1000 неопределенностей. Мы, я бы сказала так, можем от чего-то отказаться или что-то прошляпить, потому что для нас это может показаться что-то темновато, непонятное. Нет пока какой-то стабильности, или нам захочется сразу какую-то надежность, а здесь словно невозможно расставить все пока еще по местам. Вот, может быть, на этой неделе. Знаете, я бы сказала так. Карта Луна очень хорошо проигрывается, когда мы решаем вопросы, которые касаются нашего вот личного счастья или нашей семьи. Или когда мы, допустим, находимся в отдыхе какой-то, у нас тут релакс, мы себя не убыстряем. С другой стороны, карта Луна нам говорит, первое, быть аккуратным, если вы оказываетесь в толпе, нам как будто в противоположном направлении, потому что задача наша будет дела, работа, бизнес, суметь адаптироваться, подстроиться, быть где-то больше манипулятором, нежели мы заявляем о своих намерениях. По Луне еще невозможно что-то расставить по местам или в какую-то логическую цепочку выстроить. Карта нам говорит, пройдет какое-то время, выглянет солнце, и многие вещи для вас станут очевидными, но пока не на этой неделе. Поэтому мы не должны, с одной стороны, с чем-то поторопиться, на что-то, может быть, согласиться, с чем потом будем, ну, где-то в одиночку справляться. Вот этот момент. Словно мы можем совершить какую-то оплошность. Есть такое значение. Это не есть что-то глобальное. Но в последующем, если мы словно оступимся в чем-то, то нам придется вопрос какой-то решать, и это, ну, где-то радовать нас не будет. И у нас 7 мечей-то никто не отменял, поэтому где-то страхуйте себя сами, мои дорогие водолеи. Давайте мы узнаем, что по финансам для вас. Туз кубков. Но я скажу так. Какова бы ни была тут финансовая ситуация, что-то нас радует. Значит, если даже какая-то патовая финансовая ситуация или вы решаете вопрос денег, вам нужно срочно какая-то сумма денег, может быть, к проплате. Я имею в виду те обстоятельства, когда нужно срочно заплатить, и денег нет. У нас выпадает туз кубков, значит, даже самая патовая ситуация для вас, мои дорогие водолеи, решится со знаком плюс. Или есть люди, которые придут на помощь, или, может быть, обстановка как-то будет так меняться, что перед вами новые перспективы. Но я бы сказала, туз кубков – это всегда полнота эмоций, это какой-то баланс, и даже через край. И пусть это у нас на финансы, значит, финансами вы точно останетесь довольны. И что-то все равно, вот я говорю, на будущее важное мы не должны пропустить. У вас выпадает карта Иерофанта, что скрыто. И в значении Иерофанта Иерофант ни ищи не бывает. Поэтому какая-то и финансовая перспектива в том или ином вопросе определенно присутствует, даже при том, при всем, что сейчас пока и еще что-то может быть, ну, как бы вот не запрограммируешь на все 100%. Ну, деньги определенно будут. Что в личной жизни, хотя я бы сказала, туз кубков, всеобъемлющая карта по своему значению, и, видимо, что-то вас и в жизни в личной тоже будет радовать. Десятка жезлов – это может быть как режим многозадачности или просто усталость. И тогда нам карта говорит упорядочить режим труда и отдыха. А может быть, обстановка такова, что потребует, нам тут карта как и информационного хаоса выпадает, так и по 7 мечей, когда концентрация внимания наша должна быть
ну, предельно обострена, и мы можем прочувствовать просто, что, ну, как-то вот иссякли силы, нет у меня уже какого-то ни запала, ни вдохновения, и нужно дать, может быть, и телу, и мыслям отдых. Может быть, для вас, нам говорят, чтобы совершить что-то важное или с чем-то определиться, нам потребуется время, душевные силы, физические силы, и поэтому мы не должны пытаться двигаться сразу в нескольких направлениях. Сложно будет отдать чему-то приоритет, но силы вам определенно потребуются. Уставшие люди делают ошибки, наверное, помните это. И если у нас выпадает семерка мечей, все же к ней так или иначе возвращаюсь, если мы говорим карта вора, то когда мы уставшие, мы не подмечаем каких-то мелочей, а вам как будто на этой неделе нужно быть прозорливым и внимательным. Поэтому уделите внимание своему отдыху, мои дорогие водолеи. И еще один момент. Десятка жезлов где-то нас призывает перепоручить, делегировать ту работу, которую может выполнить кто-то другой. У вас как будто сейчас, тем более карта Иерофант, на повестке дня или на повестке недели, может быть, целой, стоят какие-то для вас очень важные вопросы. Поэтому какую-то мелкую рутинную работу, я бы сказала, пусть делает за вас кто-то другой. А вам лучше, даже лучше отдохнуть. Перекладывайте на себя, мои дорогие водолеи, и будьте счастливы и любимы всегда.